Приветствую! Сегодня хочу поговорить о насущем, о наболевшем, а конкретнее о компьютерах. В далеком 2010-2011 году было собрано компьютерное железо на базе Intel по таким хорошим достаточно ценам. Конкретнее это Intel i7 2600K и материнка Asus на Z чипсете. Комплектующие мне подогнал тесть. Это материнку и процессор. Достаточно дорогие были. Ему они достались, так скажем, по хорошей выгодной цене. Для того времени это были крутые железяки. Для чего это все, в принципе, было, собиралось? Конечно, для игрушек. Никто ничего не думал, там никакие работы работать на компьютере и так далее. То есть стал вопрос о докупании остальных запчастей, комплектующих. Был приобретен корпус, блок питания с запасом, корпус большой достаточно, продуваемый, докуплены жесткие диски и на то время еще такие вот SSD, только они вот пошли такого вот плана, такого формата. На 120 гигабайт, 500 гигов жесткий Western Digital Blue и 1 терабайтник Western Digital Black. Достаточно шустрая железяка. Вот. И оперативная память вот такая. Они две штуки в комплекте на 1600 МГц по 4 гигабайта планочка, общая 16. Вот таким вот образом было все скомплектовано в такого вот плана корпус. Такой вот большой MIDI Tower корпус. Классная штука. На тот момент достаточно дорогая. Примерно по железякам в то время материнская плата, я фотографии вставлю, где-то порядка 20 тысяч стоило, и процессор порядка 25 тысяч стоили. Это уже, грубо говоря, 45, да? Плюс жесткие, плюс SSD-шник, плюс оперативная память, привод для оптических дисков и, самое главное, блок питания с отличным таким большим запасом. Это Corsair на 750 Вт. Действительно запас, потому что его хватило на очень долгое время. У него получается, то есть он 750 Вт по 12-вольтовой линии 744 Ватта. Это очень крутой на тот момент блок питания, который дожил до 22 года. И к чему, в принципе, я все это веду? А к тому я веду, что настал 22 год, материнская плата приказала долго жить. В общем, очень банальная такая история произошла. Отвалилась одна из ножек на сокете и перестал видеться процессор. Поэтому полгода где-то я был уже без компьютера.
не мог ни видео делать, ничего, потому что хорошего качества видео, ну, требует хорошей мощности компьютера и комплектующих. Встал вопрос о покупке новых комплектующих. То есть, что остается у меня? Я думал, что у меня останется корпус в первую очередь. Но это было обманчиво, так как я думал, что вот здесь вот сверху у меня прикрепится водяное охлаждение, но нет. И даже вот сюда я его не смогу никак прикрепить, потому что все мешается. Соответственно, вниз также ничего. Спереди тоже. Спереди две вертушки и либо 200-й какой-то вентилятор, кулер. Ну, в общем, вышло так, что пришлось и корпус тоже менять. Хотя очень вот этот вот корпус мне нравился, он продувается и достаточно холодный. Ничего не напрягается. Тоже вот немножко по корпусу. И под SSD-шные накопители легко 2 штуки могли бы встать. И куча жестких дисков, к примеру. То есть здесь вот просто вот разбежаться можно. И приводы, всякие там дела, железки, все встает, но, к сожалению, не встает сейчас новомодное водяное охлаждение. А теперь придется менять корпус. Ну, материнскую плату свою я уже продал. Ну, скорее всего, ее на запчасти забрали или, может быть, под восстановление. Там, в принципе, одна ножка отвалилась, так сказать. Она, наверное, скорее всего, уже деградировала, отпаялась. Может быть, какие-то температуры были. Башенный кулерочек на 3 медные трубки я тоже, в принципе, уже продал. Тоже человек забрал. Я думаю, что будет довольный. И процессор я уже тоже продал. Уехал в Питер. Все там прекрасно завелся. Все работает. И в данный момент я сейчас занялся уже конкретикой. То есть я сейчас собираю заново компьютер, который будет, я надеюсь, что на долгое время мне его хватит. Так как железки нынче у нас очень дорогие, полупроводников мало, видеокарточек вообще не прикупить, жесткие диски тоже достаточно дорогие. Ну, в общем, вот эта вот оперативная память уже не подходит, это DDR3. Соответственно, она тоже выставлена на продажу. Я думаю, ее тоже заберут. В общем, это уходит. Жесткий диск на 120 гигабайт. Это уже достаточно мало для новых систем. И необходим больший объем. Это уйдет в компьютер маме под винду. Соответственно, но на ней сейчас 7 установлена, поэтому я буду пробовать всю систему, когда соберу, поставив вот этот вот жесткий диск, и он должен его подтянуть, и в принципе все запустится, и я могу проверить работоспособность комплектующих. Пока так, потому что заморачиваться так быстро сейчас установкой Windows, сейчас объясню почему, не буду заморачиваться. То есть это тоже остается, уходит в другую сборку. Это вот, кстати, от него. Что остается? Пока остается из моего вот компьютера старого, это жесткий диск на 1 терабайт, так как он достаточно мало эксплуатировался, на нем хранились какие-то данные, он крутился, грубо говоря, впустую, какие-то игрушки на нем были установлены и куча видео. Он SATA 3, поэтому достаточно современный, все нормально будет на нем крутиться, вертеться. Далее, оптический привод уже в новых корпусах практически они идут без места под оптический привод.
К сожалению, диски в последнее время, которые я записывал, и когда я вообще записывал какие-то DVD-диски, это, скорее всего, наверное, лет 7 назад было, когда это еще было востребовано. Сейчас все на жестких дисках. Вот таким вот образом. У меня еще есть 3-терабайтник для внешнего использования, для хранения данных. Thermaltake, не помню какая там, 5G Max. То есть сюда встает 3-терабайтник, да любой жесткий диск обычного стандартного формата. Через USB 3.0 подключается, свое охлаждение, своя еще там подсветочка имеется. Ну, для хранения данных этого более чем достаточно. И он, самое главное, не катается впустую. Вот так. Далее. Вот этот жесткий диск, скорее всего, я поставлю также маме в компьютер. Ну, у нее простенький для хранения данных. Он ей еще послужит, так как он достаточно тоже свежий. Мне на 500 гигабайт уже мало. У меня останется терабайтник. Вот. И останется вот такая вот видеокарточка. Назовем ее уже сейчас в данный момент затычкой. По одной простой причине, что она достаточно слабая для современных игр. Это Radeon RX 560 Aero на 4 гигабайта. Да, здесь 4 гигабайта DDR5 памяти. Да, она достаточно современная еще по последним меркам, грубо говоря, на ней не майнят, они никому в принципе уже не нужны такого формата. 1000 где-то 100-1200 гигагерц для работы. То есть в принципе GTA 5 на средних настройках она тянет. Этого достаточно, переждать время, то есть она рабочая, полностью исправная, не перегревалась, на ней практически не играли. Если видео и монтировалось, то только на процессоре, на i7 4-ядерный 8 потоков. То есть в принципе его хватало, но достаточно слабая такая машинка. И теперь переходим к основным новым комплектующим. То есть это все откладываем. Это будет использоваться. Далее новые комплектующие. Начнем с корпуса. Достаточно распространенный корпус со стеклом. Сейчас уже по-другому и не делают. Практически все идет либо с акрилом, либо со стеклом. Здесь стекло. Это Cougar MX, по-моему, 660 Smash, что ли, так как-то называется. У меня коробки нету под глазами. В общем, в чем смысл этого корпуса? То есть у него есть стекло, это раз. Хотя я не особый приверженник стекол, в принципе. У него уже по современным меркам закрытая часть нижняя, это где, да, кстати, соответственно, еще остается мой блок питания на 750 ватт, и он может потянуть в принципе все. И это было куплено в 2012 году, то есть 10 лет назад. Представляете, сколько он тогда стоил? Сейчас такой десятку стоит, это минимум. То есть у него все есть, и доп. Питание, и основное питание, и под 3 видеокарточки, и под кучу SATA и так далее. То есть крутая штука. На самом деле крутая штука. Тогда я на это как раз и потратился. Мне повезло, что у меня появилась материнка и процессор, то есть я мог уже добрать себе корпус, жесткие, оперативку, блок питания, где-то все вместе. Тогда на тот момент это вышло мне в 50-60 тысяч рублей без вот этой видеокарточки. Эту видеокарточку я покупал 3 года назад за 11 тысяч рублей. Так, корпус имеет уже вот такую защиту, то есть все там закрывается, у нее имеется везде куча перфораций.
Это лицевая сторона вся перфорированная, плюс дополнительная сеточка для пыли на кулерах. И дополнительные 3 кулера присутствуют в комплекте. Вот таким вот образом будет видно. Вот. Так вот. Присутствуют 3 кулера на 120 миллиметров с ARGB подсветкой. Соответственно, она будет еще светиться. Но я не особо, в принципе, люблю подсветки, так как у меня в основном все это дело стоит под столом. И на что там наблюдать, ну, так светится и светится. Сейчас такая тенденция пошла, что все у нас красиво должно быть, все у нас светится. Ну, не знаю, для чего это делаю. Для меня самое главное — это функционал, чтобы было мощно и производительно. Соответственно, имеется сверху перфорация и сверху защитная такая вот сеточка на магнитах, чтобы никакая пыль не летела, хотя выдув в основном будет происходить через заднюю стенку, через верх, и забор воздуха будет происходить через нижнюю сторону и через лицевую сторону. Также имеются сеточка, дополнительный фильтр на нижней части, на полностью весь низ корпуса. Ну, достаточно она легко снимается. Это все фигня. То есть его раз в полгода достал, почистил, помыл, и красота. Далее. И задняя часть. То есть под материнскую плату выход все. 120 кулер. Правда, нет его в комплекте, это странно. Обычно есть всегда, но здесь нету. Значит, под периферию, под выход видеокарточки, если ее ставить вертикально, то есть только нужно докупить специальный переходничок. Ну и блок питания остается вот здесь вот. И задняя часть. Вот так это все снимается. И что мы здесь наблюдаем? А наблюдаем мы здесь в основном это специальная плата для RGB подсветки. То есть все сюда подходит. Сюда можно подключить еще несколько. И все это идет на материнскую плату, на регулировку специальным приложением. То есть все можно это регулировать, скорость вентиляторов и цветность. То есть вентиляторы, они цветные. Далее здесь имеются уже полозья специальный отсек, он несъемный, для жестких дисков, пластиковые, хотя могли бы сделать и металлические для лучшего охлаждения, но непонятно, почему производители переходят на вот такую вот схему. То есть, по идее, здесь металл, здесь пластик, никаких резиночек и так далее, уплотнений нету, все это может дребезжать, визжать, и самое главное, дополнительного охлаждения на корпус не передавать. Это вот плохо, я считаю, оно должно быть в принципе из металла. Ну, имеем, что имеем. 2 жестких диска здесь возможно подключить. Как еще? Вот что я вижу? Я ничего в принципе про этот корпус не знаю. Я его только приобрел, почитал отзывы, посмотрел видосы и прикинул, что это, наверное, самое лучшее соотношение цены-качества. Стоит он 8000 за вот эти 3 вертушки на 120 цветные и за его вот внешний вид и продуваемость. То есть продуваемость насквозь, он не тихий, то есть он не будет бесшумным, система не будет бесшумная, но она будет холодная. Сейчас объясню, почему мне нужна холодная система и почему мне пришлось, в принципе, купить другой корпус, хотя меня тот корпус полностью устраивал.
То есть имеется, вот мне то, что нравится, это вот эти заглушечки, через которые можно провода протянуть. То есть кабель менеджмент здесь достаточно будет очень все классно и круто сделано. Все будет красиво, все будет свернуто. И нигде ничего не мешаться, самое главное не дребезжать. Соответственно, блок питания вот сюда вот ставится. Где-то здесь еще крепятся жесткие диски, точнее не жесткие диски, SSD накопители 2,5 формата, вот эти вот такого 2,5 формата, но скорее всего, наверное, с той стороны. Здесь только обычные жесткие диски 3,5 формата дюйма. Это 2,5 дюйма формата. Посмотрим, что у нас еще в комплекте имеется. Ну, практически, наверное, ничего. Все находится на самом корпусе. Есть вот проставочки какие-то мягенькие. То есть куча болтиков, проставочки и стяжки. Все. Больше ничего, в принципе, и не должно быть. И как подключение. Инструкция по подключению. В общем-то, что-то тут должно быть понятно. Будем разбираться по ходу пьесы. Короче говоря, вот такая вот история получилась. Вот здесь вот еще вставляются 2,5, это я точно знаю. Таким вот образом это снимается. Тоже пластиковое. Вот, тоже все пластиковое. Закладывается и, соответственно, не знаю, зачем так все сделано. Могли бы и стальные сделать для лучшего охлаждения. То есть два диска SSD-шных формата 2,5 можно сюда прикрепить. И вот где-то здесь вот тоже можно, в принципе, прикрепить, но по сути незачем. И сейчас опять же скажу, почему незачем. В общем, я пока корпус откладываю, отставляю его в сторонку. Я им займусь позже. Да, кстати. И вот эта сторона имеет USB 3.0, Type-C, выход наушники, микрофон, управление подсветкой, выключение, ну и, соответственно, верхняя часть. Водянку можно крепить до 360 мм как сверху, так и на фасад. И это меня вот как раз в принципе и устраивает. И, кстати говоря, вентилятор 120 можно вниз еще также повесить. И он будет просто адски холодный. Я надеюсь на это. Да, кстати, были у меня еще вот такие вот вертушечки стояли на том. Я отдельно покупал. И плюс еще там свои на старом корпусе. Свои вертушки на 120. Под 4 пин, управляемые, без подсветок. Самые такие достаточно хорошие. Так как все, весь корпус прорезиненный, все мягенько, ничего не дребезжало. Классная штука. Может быть, я их в новом корпусе тоже применю. Виновники торжества. Какие же железяки у нас новые были приобретены? Вот это самое интересное. Так как стоит это все, конечно, космических денег. Начнем с процессора. Процессор Ryzen 7 5800X. Это достаточно мощный процессор. 8 ядер, 16 потоков, PCI 4.0. Цена, качество, производительность. То есть этот процессор на данный момент стоит в районе 30 тысяч рублей на 22 год. Коробочная версия. Вот наверняка, наверное, большинство знает, в чем отличие коробочной версии от OEM версии. И это не в наличии
встроенного охлаждения, в смысле комплектного охлаждения? Нет. Все банально просто. Вот если купить вот с этой вот бумажной коробочкой, то гарантия у вас 3 года от производителя. А если купить вот просто вот так, OEM версию в спаечке, то гарантия у вас всего лишь год. Вот и вся разница. А по цене они на данный момент совершенно одинаковые. Что коробочная версия, что OEM. Стоят они в районе 30 тысяч. Взял я его в рассрочку. Через Сбермегамаркет, через Сбербанк. В рассрочку получилось на 10 месяцев. Кэш 3-го уровня 36 мегабайт. То есть, в общем-то, все эти цифры должны вам сказать, что это охренительно дорогая игрушка, производительная, и для игр на данный момент достаточно, многовато этого процессора. Можно было бы достаточно купить Core i5, тоже 5-й серии, 5000 серии, 5600X. И этого было бы достаточно, там 6 ядер, 12 потоков, да. Но так как я собираюсь монтировать видео, я собираюсь осваивать программы, жрущие ресурсы компьютера, и возможно, не знаю, еще не точно, может быть программирование, я решил взять с запасом. Следующее поколение уже Core i9, Ryzen 9, самый крутой процессор, это 90 чего-то там, не помню, 9650 что ли, 9550. В общем, какая-то такая штука, там 24 потока, что-то там круто, 12 ядер. Он очень жаркий, очень горячий. Этот-то какой горячий, это просто жуть. У него заявлено 105 ватт выделения тепла, но практика показывает и отзывы показывают в интернете, что там и до 200 может быть ватт подниматься в пике, в нагрузке, и поэтому это просто трэш. К чему все это и идет, что пришлось мне взять водяное охлаждение, к которому мы перейдем чуть попозже. Сейчас я вот с этим железком еще посмотрим. То есть оперативная память двумя планками по 16 гигабайт, общая 32. То есть в двухканальном режиме она будет работать на 3200 МГц, и мне этого просто за глаза. У меня до этого i7 в принципе не поддерживал выше 1333 МГц, хотя у меня оперативка была 1600, то есть можно было бы в принципе разогнать сам проц, чтобы выйти на 1600. Но я не занимался разгоном, хотя у меня Z-чипсет стоял, я мог это сделать легко. Там в настройках BIOS просто переключением одного выключателя на более производительные, и все, и она понеслась. То есть HyperX Genesis вот такая была малышка. И Kingston Fury Renage. Уж не знаю, чем она отличается от Fury Best. По сути, только, скорее всего, радиаторами, охлаждением. И все. Вот такая вот интересная, большая, толстая и тяжелая достаточно оператива. Почему сейчас на современных материнских платах и ставится усиление всех сокетов, PCI-Express слотов и слотов оперативной памяти? Вот, наверное, из-за этого. Потому что она большая, потому что она тяжелая. Ну и что немаловажно, все-таки холодная. Потому что радиаторы здесь массивные. У Best радиаторы ниже и меньше. А смысл тот же. Ну, в общем, я решил взять Renage. Обошлась она где-то в районе 10 тысяч рублей со скидками. Также в рассрочку. Следующий.
как же без современных жестких дисков, или как мы их еще называем, SSD, накопители. Это одна из самых достаточно крутых M2 EM накопителей, которые присоединяются напрямую к PCI 4.0 слоту на материнской плате. То есть имеет порядка 7000 гигабит в секунду скорость, насколько я помню. Где-то здесь вот мегабит. 7 гигабит, то есть 7000 мегабит в секунду пропускная способность этого SSD накопителя. Вот такая вот малышка в руках, просто малыш. А стоит этот малыш в районе 10 тысяч рублей на 500 гигабайт под винду. Сейчас вот с таким количеством данных, требующих кучу места и пропускных способностей для того, чтобы все было быстро, работало, ну, это уже незаменимая вещь. Конечно, здесь можно было бы сэкономить, но так как я все-таки собираю не на 1 год, то я взял вот такую штучку. И я думаю, что она того стоит. Кто бы нибудь, я думаю, сказал бы, можно и на 250 под винду, и было бы дешевле. Да, возможно. Но лишнее место не повредит. Никогда. Куча видео, куча фото, куча программ, игр и всего остального. То есть это как и основной, и дополнительный, и винда. И в принципе на нее можно установить любимые игрушки, которые будут там лежать на этом жестком, и все, и они места не занимают. Да, деградация SSD накопителя больше и быстрее, чем жесткого диска обычного вертушки. Но это крутая штука. Samsung 980 Pro, PCIe 4.0, очень скоростная. Посмотрим. По мне так, в принципе, обычного SSD накопителя для винды, конечно, достаточно, но была возможность с хорошей скидкой тоже взять, почему бы и нет. Я думаю, этого будет достаточно и обычных жестких дисков в комплекте. И переходим к самому тоже интересному. Так как эта вещь не из дешевых. Почему? Да потому что с запасом была взята. Это Asus ROG Strix X570E Gaming Wi-Fi версия 2. Что так все в ней громко звучит? Есть, во-первых, Wi-Fi. Это одна из последних версий X570 под разгон материнских плат. Плюс от именитого Asus, у меня тоже Asus была до этого материнская плата, она проработала 10 лет, почему нет? И уже поддерживающие из коробки Windows 11, то есть она уже адаптированная к 11 версии винды. В чем и будет потом загвоздка мне в установке на SSD накопитель новый от Windows 11, дотачивание его, чтобы система работала исключительно. То есть это система AMD собирается. Здесь сокет какой там AM4 плюс, что ли, AM4. Вот. X570 говорит нам о том, что это один из последних чипсетов, поддерживающий как разгон из коробки просто на автомате. Плюс есть подсветка, есть ROG Strix подсветка, которой можно подключать всю RGB подсветку всего компа. Ну, это кто загоняется, как гирлянды, чтобы все светилось, блестело и так далее.
Ну, в общем, Wi-Fi 6E последнего поколения, все в ней есть, все круто, все красиво, просто вот шикарная матушка. Есть круче, есть, но мне это уже не нужно было. То есть этого даже этого вот за глаза с лихвой для чего? Она останется через пару-тройку лет, цены немножко на процессоры подешевеют, можно будет взять Ryzen 9, она его подтянет за глаза. Комплектация. То есть вот сама, во-первых, материнка в специальном антистатическом пакетике. Здесь такая вот коробочка, а в ней антенка, по-моему, насколько я помню. Да что ты будешь делать? Где-то... вот такая антенка Wi-Fi. То есть она будет подсоединяться к материнке, выводиться либо наверх, либо она на магните. Ее можно прикрепить к корпусу. И вот такая вот материночка. Ну что сказать. 4 слота под оперативную память, естественно, в двухканальном режиме. AM4 сокет, AMD-шное крепление для охлаждения. Алюминиевые радиаторы с медной трубкой, проходящие на VRM питании. По-моему, насколько я помню, 16 что ли потоков VRM питания, что ли, как-то так это все звучит. Ну, в общем, здесь питалово за глаза. Здесь М2 накопителя, один радиатор, второй радиатор. Сюда можно поставить, два накопителя. Но надо помнить о том, что М2 накопители, которые суперскоростные, они забирают питалово у саташных дисков. И поэтому какие-то могут отрубиться. То есть SATA накопители подключаются не все. То есть либо мы можем все SATA накопители занять, но М2 мы накопитель не сможем поставить, они просто не будет питалово работать. И либо мы ставим и сразу отрубаются какие-то SATA 3. Вот такая вот дискомфортная ерунда. Далее здесь хороший звук. Здесь есть пост кодов, указатель, мониторчик ЖК. Здесь можно понять, какая проблема, если вдруг она есть. Ну, естественно, BIOS и питание. BIOS здесь прошивается исключительно легко через BIOS флешку. Просто нажимается кнопка, вставляется флешка со свежим BIOS, нажимается кнопка, все, она обновилась и пошла работать. Wi-Fi модули, по-моему, 7.1 звук, HDMI выход, но это если бы процессор у меня был с графическим ядром, это можно было бы использовать. Два выхода под сетку, соответственно, тут 2,5 гигабита и обычная сетка, по-моему, гигабитник. Ну и куча SATA, USB 3.1, по-моему, ген. И есть еще один Type-C для оптоволокна. Ну, в общем, вот такая вот. Это все пластик. Здесь подсветка, это металл. Самое главное, из чего я, в принципе, выбирал материнскую плату, так как они вот такого класса платы все идут с дополнительным охлаждением на южном мосту. Ну, северный и южный мост соединенные, они здесь уже в одном месте находятся. С кулером. И все на него жалуются. Он орет, дребезжит, пищит. Вот любой возьми. Хочешь гигабит, хочешь Asus, хочешь
еще там какие-то. И вот это единственное, чуть подороже, стоило на там 3000 рублей, но у нее пассивное охлаждение. И как тесты, я так понимаю, все-таки показывают, что этого достаточно. Если тем более еще будет холодный корпус, то этого достаточно. Не будем голословными. Крутая материнка. Своих денег, я больше чем уверен, она стоит. Что еще в комплекте? В комплекте у нас еще документация. Документация, есть даже диск, как обычно, все как в старых советских стилях. Есть целая куча всяких приколюшек, то есть дополнительный датчик температурный имеется вот тут. То есть можно поставить его, и будет температуру еще в самом корпусе замерять. Стяжечки. Далее, не знаю, что это такое. Для М2 накопителя быстросъем. Он ставится, и его просто поворотом, и все, и он закреплен. Какие-то уплотнительные штучки. Не знаю, что это такое. Это я уже смотрел. Какая-то финтифлюшка от Asus ROG. Как обычно, отдам дочке. И SATA кабелем. Г-образные. И 2 Г-образных, 2 прямых. Они, скорее всего, 6 гигабитники. Это стандарт уже SATA 3. 6 гигабитники. Есть еще и 3 гигабитники пропускной способности. В принципе, все уже сейчас кладут 6 гигабитники. На них есть написано. Вот такая комплектация. В принципе, достаточно все. Это убираем. Это убираем. Вот так вот ее уберу, чтобы не мешалось. И тут с чего все в принципе началось мучение по поводу нового корпуса, хотя я бы его не менял. Почитал я отзывы, что процессор достаточно горяч. И пришлось мне взять водяное охлаждение. Вот такая штука. Это Kraken NZXT X63. Крутая Z63. Это чуть попроще, но у нее 2 посадочных места, то есть посадочное место на 2 вентилятора 140 мм. Соответственно, у него посадочное место 280 мм. Из чего все и сложилось. То есть по отзывам его должно хватить за глаза во всех там жестких разгонах. Будем смотреть, тестировать. Как вверх крепить, так и вперед крепить его можно. И куча настроек, специальная приложуха. Так что можно будет это все дело охлаждать. В общем, водяное охлаждение. Ни разу не пользовался. Я человек достаточно консервативный. У меня вертухи по максимуму. Весь корпус в вертухах. Чтобы была пропускная способность холодного воздухопотока, да, снизу, сбоку и вверх выходил горячий воздух. Но тут, конечно, интересная штука уже. Посмотрим. Комплектуха, то есть под AM4 сокет. Под любые задачи, я думаю, там в инструкции будет все описано, все показано, как, что и где. 2 вертухи. По идее, они должны быть тихими. Не знаю.
По отзывам пишут, что достаточно тихий. Смотря на какой процессор ставить. Если на Ryzen 5 ставить, может быть и тихая. А вот Ryzen 7 из последних моделей, да, ну не знаю, посмотрим. Вот такие вот вертухи. 2 штуки. Далее. Провода. Провода, скорее всего, опять же, подключается к материнской плате специальным проводочком. Там есть подсветка на ней тоже. Вертухи без подсветки. И это меня устраивает полностью. Удлинители есть под вертухи. Что еще? И, наверное, все. И сам радиатор. Радиатор. Уже заправленный. Ну, инструкция. Да, да. И инструкция. Вот сам радиатор. Все это у нас снимается. Пакетики убираются. Уже есть нанесенная термопаста. Все это вот так снимается. Медные основания. Металлический крепеж, который болтается. Посмотрим, на что это влияет. Будем надеяться, что нигде ничего не будет болтаться. Соответственно, как бы это показать-то? Вот сам экран типа как зеркало, то есть повторение будет, а он крутящийся, то есть его можно настроить под любую, то есть под любое крепление в корпусе самого радиатора, чтобы встали трубки аккуратно и чтобы красивая вот финтифлюшечка, она стояла тоже на своем месте и светилась, показывала нам табло. Вот на Z63 там информативное табло, бегают циферки, температурный режим и так далее. Подключение USB, микро USB, плюс коннектор еще один, и в принципе все. Здесь ничего такого сверхъестественного. Почему NZXT? Почему было, да? Ну, потому что 5 лет гарантии. И 6 лет, в принципе, эксплуатационного времени дает производитель на эту водяную, так сказать, башенку. Ну и все. Выбор-то невелик. Их там тьма, но так что вот качественно, ну, наверное, единицы. Тот же самый Asus, тот же самый NZXT или еще какие-то там, какие-то еще есть производители. Да их тьма на самом деле производителей. Вот он, огромный радиатор. Половину, наверное, от автомобильного. Почему взял такую вот схему, а мог бы взять 120, но на 3? По цене, в принципе, одинаково. Не знаю почему. Вот показалось мне, что это должно быть более эффективным, чем даже 3 вертухи по 120. То есть она будет более уже, более длинная. И вот либо наверх ее можно ставить, либо вперед на фасад. Но почему-то мне показалось, что 140-е будут работать более тише и более эффективнее. Радиатор больше размером. Ну, как-то так. То есть это работа помпы. Здесь помпа, здесь вертухи, охлаждение. Все. Все это дело крутится, вертится. Производитель дает большую гарантию. Почему нет? Будем смотреть. По качеству достаточно все красиво, хорошо. Чуть-чуть вот загнутые. Но это ни на что особо не влияющий фактор. Алюминьки, то есть радиатор алюминиевый, а помпа медная. Посмотрим, насколько ее хватит. Ну, круто. В компьютере, в водяное охлаждение. Ну, это круто. На самом деле. Ну что, в принципе, вот на этом мой обзор и закончен. Пару слов
хочу сказать по поводу вообще компьютеров, компьютерной индустрии и всего из этого вытекающего. Стоит просто уйму денег. Продолжаю дальше сборку компьютера. Приступаю, точнее, к сборке компьютера на новых комплектующих. Я пока не могу разобраться с подсветкой и со всей остальной вот этой вот канителью, поэтому я сейчас вот это все сниму, чтобы мне это не мешалось. Оставлю только вот всю кнопочную периферию здесь вот сверху. Далее, вот этот, оказывается, я не знал, и ни у одного видеоблогера я не видел. Но вот это съемная часть, вся полностью. Ее можно переместить туда-сюда легко. Поэтому я сейчас ее тоже сниму. Далее, чтобы она мне не мешалась, потому что у меня блок питания не модульный, все провода, они на нем висят. Чтобы мне это было более-менее удобно собирать, я все здесь по максимуму сниму, чтобы мне не мешалось. Я уже снял вот верхний пыльник. Сейчас я сниму фасадный пыльник, кстати говоря, не очень хорошего качества, к сожалению, потому что он не натянут. Он на магнитах, он снимается легко, но вот это вот что, как это обозвать, вот этот комариная сеточка, непонятно. Это по сути будет все вот так вот засасывать, это будет все тереться об вентиляторы. Ну, в общем, как-то колхозно вот это все сделано. Лучше бы они сделали как снизу. Снизу я тоже сейчас сниму, чтобы мне это не мешалось. Так как я буду двигать, скорее всего, на какое-то место, лучше бы они вот так вот сделали, и все, и вот не заморачиваться. Все, она снимается легко. Ну, какая периферия. Вот это вот, я понимаю, пыльничек прям отлично. Тем более фасадная крышка не так легко снимается, как мне казалось. Вот такие жесткие достаточно клипсы, которые, скорее всего, со временем разболтаются. Ну, ладно. Будем надеяться, что ничего не разболтается и все у нас будет работать. Далее. Ножки достаточно такие, вроде прочные. Вот одна болтается. Вот, пожалуйста. Вот все жесткие. А вот это болтается. Вот почему, скажите? Вот как так может быть? Вот они снимаются. Это лоток для жестких. Сейчас все вентиляторы снимаю. В общем, опустошаю. Перехожу на таймлапс, чтобы поменьше болтать.
Пока красоту сильно не наводил, все собрал, все накидал для пробного запуска. Поставил водянку на вдув с фасадной части. Далее прицепил помпу, собрал всю материнку, поставил оперативку, подключил питалово. Поставил старый
SSD-шник с 7 виндой. Все работало. Посмотрим, подхватит ли это вся канитель. Воткнул видеокарточку. Ну, в принципе, вроде везде все питал, воткнул. С помпой непонятно. Повтыкал, в общем, все, что там увидел. Ну, посмотрим. Сейчас должно все заработать. И мы запускаем. Все, кнопочку чик. И закрутилась, завертелась. Вот таким вот образом. Теперь мы смотрим картинку. Так, монитор подхватился, по-моему, насколько я вижу. Да. Запустился BIOS. Не слышу, чтобы работала помпа. Вертушки фасадные крутят. Ну, будем надеяться, что... Так, температура. Вижу, значит, CPU, мышка работает, клавиатура работает. Температура процессора 42 градуса. Я вижу 42 градуса. Так, 1,48 вольта. Что-то я не знаю, что за фигня. 38, наверное, множитель. 3800 мегагерц. Температура 42. Сдается мне, что помпа работает. Температура никакая не растет. 32 гигабайта оперативки. Почему-то на 2400 мегагерц. Вот это вот немножко странно. Ну, 32 считалось. 2400 мегагерц вижу. Температура пока не растет никуда. Вольтаж 12 вольт. Все стабильно. На 5-вольтовой линии стабильно. На 3-вольтовой линии стабильно.